Друзья, всем привет! Сегодня, без лишней скромности, скажу так, мы приготовим самую вкусную, ароматную утку в мире. Утка в пиве с яблоками, бородинским хлебом, с медовой корочкой. О, это что-то невероятно вкусное. Думаю, что и уговаривать вас не придется это приготовить. Давайте скорее начинать. Для приготовления утки в пиве с яблоками нам понадобится утка весом 2-2,5 кг, соль и черный перец по вкусу, 50 граммов меда, буханка бородинского хлеба, пол-литра светлого пива, яблоки я использую Семеренко, 4-5 штук, 20 мл соевого соуса и 20 граммов сливочного масла. Первое, с чего начнем, подготовим утку. Я ее помыла, немного просушила, срезала весь брюшной жир, срезала крылья по первый сустав, вот здесь. Если этого не сделать, они могут гореть, и утка будет иметь непривлекательный вид. Я удалила пищевод и зоб, и также шею. Но шею можно по желанию, можно оставить, можно ее убрать. Так. Удалила сальные копчиковые железы, они находятся вот здесь. Теперь заливаем нашу утку кипятком. Буквально на 1 минуту. Кожа утки натягивается, и нам будет легче ее дощипать. Оп. Утка постояла буквально 1, максимум 2 минутки, этого достаточно. Теперь сливаем эту воду. Перевернула утку и с другой стороны сделала то же самое. Заливаю кипяточком. Буквально 1-2 минуты и сливаю кипяток. Видите, как кожа натянулась? Теперь намного легче и проще дощипать утку. Все остатки перышек торчат, вздыбились. Так, все, дощипываем. Так, я дощипала утку. Это бесконечный процесс, можно никогда не остановиться, дощипать полностью ее невозможно, как мне кажется. Так, теперь я ее промыла снова и просушила. Утка подготовлена, просушена. Теперь берем соль и перец и хорошенько солим утку. Так, массаж. Так, и по желанию, но мне нравится утка и черный перец. Черный перец. Так, перекладываем нашу утку. Накрываем, можно крышкой, можно пленкой, и убираем в холодильник на ночь. Часиков так на 10. Пусть уточка маринуется. Утка пролежала в холодильнике. Часов 10 у меня. Так, отлично. Достаем. Оп. И делаем ей медовый массаж. Мед. У вас в рецептуре указано 50 граммов меда. Я сейчас использую только половину. А половину пока оставляю. Если вы не любите мед, не любите, когда есть сладость в птице, тогда просто исключите этот медовый массаж. Возвращаем ее сюда, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре еще на несколько часов. И пока наша утка в меду отдыхает, подготовим яблоки и бородинский хлеб.
Срезаем вот так кожуру с яблок, но не выбрасываем. Она нам еще пригодится. Так. Яблоки, конечно, я промыла, просушила. Так, нарезаем яблоки небольшими кусочками. Огрызок можно выбрасывать. Кисленькая. Семеренко супер, прекрасно подходит к утке. Так, и бородинский хлебушек тоже нарезаем кусочками толщиной приблизительно 1–1,5 сантиметра. Оп. На дно формы укладываем шкурки яблочные. Есть. Сюда же выкладываем подушку из бородинского хлебушка. Так. Заливаем пиво. Получается у нас такая подложка для утки, чтобы утка не была замочена прям в пиве, а чтобы она лежала на хлебе и обволакивалась ароматами бородинского хлеба и пива. Ну и яблоки тоже работали. Так, это пока отставляем в сторону. Так, уточка, яблоки. Яблоки отправляются в утку. Плотненько, прям так трамбуем. Вот сразу выправилась наша утка. Красотка. Так. Беру большую иголку, ниточку и начинаю шить. Так, сшиваю. Прозвучал вопрос, не расползется ли ниточка. Нет, ниточка никуда не денется. Мы ее потом аккуратненько достанем. Так, все. Вот такой кондитер-швея. Перекладываю нашу уточку на матрас из бородинского хлеба. Опа. Отлично. Красота. Так, и накрываем все это крышкой. Оп. Ставим в духовку на 1:40, 1:50. Для того, чтобы утка имела красивую корочку, блестящую, берем размягченное сливочное масло, отправляем сюда же мед. Так, и соевый соус. Все это перемешиваем. Если соевый соус был из холодильника, как у меня сейчас, масло начнет немного браться крупиночками, можно на несколько секунд все это отправить в микроволновку для того, чтобы довести до более однородной консистенции. Утка простояла 1:40 при 190. Снимаю крышку, промазываем нашу уточку. Так, щедро. Градус в духовке поднимаем до 200 и отправляем буквально на 10 минут нашу утку в духовку для того, чтобы она зарумянилась, зазолотилась и стала еще красивее. Вот такая красотка утка у нас получилась, глянцевая, блестящая, безумно вкусная и ароматная.
я тут взяла ложку и собрала вот этот жир и сок, который вокруг утки, немного его собрала часть. Он нам уже, конечно, не понадобится. Так, просто чтобы утка не в нем находилась. Есть. Отлично. В принципе, я эту утку никогда не перекладываю на какое-то раздаточное блюдо, потому что боюсь ее, она очень нежная, очень такая мягкая, и боюсь ее повредить. Поэтому в семейном кругу я просто подаю вот в этой же форме, прозрачной, в которой и запекаю. Как по мне, это довольно-таки аппетитно. Если вы все-таки хотите переложить ее, то дождитесь, чтобы она немножечко охладилась, и аккуратненько переложите. Друзья, у меня слюни текут, я не могу говорить. Думаю, что и у вас уже потекли слюнки. Что тут скажешь? Утка шикарная, вкусная, ароматная. Есть у меня еще одна такая хитрость. Я достаю вот эти яблоки, которые там внутри, я их вынимаю, перебиваю блендером и потом разрезаю кусочки утки и подаю с вот этой мякотью, ароматной мякотью яблока. Это такой вот как соус, не соус, но очень вкусно получается такая утка с яблоком. Обязательно приготовьте такую утку дома. Если урок был для вас полезен и интересен, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, какая утка... Слюни текут, простите. Оставляйте мне комментарии, какую утку готовите дома вы, как вы ее маринуете, с чем подаете. Мне очень интересно, какие существуют вариации, потому что вот этот рецепт, это рецепт моей семьи, который я знаю уже на протяжении более, наверное, 20 лет, может быть, только соевый соус сейчас добавился, но, в принципе, она не изменилась. Вот. Поздравляю вас с наступающим праздником и, конечно же, еще поделюсь каким-нибудь десертом до Нового года. Всем вкусных праздников! До новых встреч!